Дорогие друзья, если вам надоел классический рецепт салата шубы, давайте сегодня приготовим рулет с селедкой. В этом видео я покажу вам два варианта начинки. Такой рулет-закуска отлично подойдет для новогоднего стола. Предварительно отваренную либо запеченную свеклу натираем на мелкую терку. Все ингредиенты и пропорции будут указаны в описании под видео. Перекладываем натертую свеклу в посудину, в которой будем замешивать тесто. Добавляем 3 желтка. Белки нам тоже понадобятся. Добавляем столовую ложку подсолнечного масла и все тщательно перемешиваем. Теперь добавляем сухие ингредиенты. Пол чайной ложки соли, 80 грамм муки просеиваем через сито. Перемешиваем до однородности. Три белка взбиваем до стойких пиков. Взбитые белки добавляем в свекольную массу в 3 подхода. Перемешивать нужно аккуратно, в одном направлении, чтобы белки не осели. Если вам нравятся вкусные легкие рецепты, подписывайтесь на мой канал и не забудьте поставить лайк этому видео, а также нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать выпуск новых вкусных рецептов. При добавлении белков масса становится воздушная. Выпекать будем на противне, застеленной пергаментной бумагой. Пергамент я смазываю подсолнечным маслом. Если пергамент у вас силиконизированный, смазывать маслом не нужно. Выкладываем подготовленную свекольную массу на противень и разравниваем. С этого количества теста у меня получилось 2 основы. Отправляем в разогретую духовку до 190 градусов на 15 минут. То же самое проделываем со второй частью теста. Готовность проверяем пальчиком. Если пружинит, значит основа готова. Основу аккуратно переворачиваем и снимаем пергамент. Для намазки первого рулета я использовала творожный сыр Филадельфия. Можно использовать любой другой мягкий сыр, главное, чтобы он легко размазывался. На край основы выкладываем 2 филе сельди. Я его разрезала вдоль пополам. Сверху на филе выкладываю дижонскую горчицу в зернах. Остальную часть основы посыпаем зеленью. У меня зеленый лук. С помощью пергамента плотно сворачиваем в рулет. Заворачиваем в рулет в пищевую пленку и отправляем в холодильник хотя бы на несколько часов. Для начинки второго рулета нам понадобятся маринованные огурцы. Натираем их на крупную терку и отжимаем от лишней жидкости. К огурцам добавляем нарезанную зелень, у меня укроп. Добавляем несколько ложек майонеза, либо творожного сыра. Тщательно перемешиваем до однородности. Вторую основу намазываем подготовленной намазкой. На край основы выкладываем 2 филе сельди. Сворачиваем в рулет, как показано на видео. Повторяем процедуру, как и с предыдущим рулетом. Заматываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник хотя бы на несколько часов, можно и на ночь. Достаем с холодильника, разматываем и режем на порционные кусочки. После холодильника рулет стабилизировался и отлично держит форму.
Рулет красиво смотрится в разрезе. Рулет, который с огурцами, получается более пропитанный, более мягкий. Но после холодильника он также хорошо держит форму. Украшаем зеленью и подаем на стол. Рулеты получаются не только красивые, но еще очень вкусные. Селедка в рулете достойна того, чтобы быть на праздничном столе. Приготовьте такую закуску, порадуйте своих гостей. Приятного аппетита!